Все обратили внимание, что в связи с войной США и Израиля с Ираном и перекрытием Ормузского пролива цена нефти Brent теперь держится стабильно выше $90 за баррель, а иногда поднимается выше 110. Плавный, но устойчивый тренд снижения последних 2 лет будто бы повернулся вспять. Главный вопрос, который стоит обсудить. Спасает ли российский федеральный бюджет выросшая цена на нефть? Поможет ли она справиться с долговым кризисом? Вопрос этот непростой. С одной стороны, рост нефтяных цен действительно то единственное, что сейчас приносит российскому федеральному бюджету деньги, которые он не мог получить из иных источников. Сегодня в этом вопросе мы с вами подробно прям разберемся со всеми цифрами. Только прежде чем начнем, напомню, в описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок. В том числе там есть ссылка на прокси, который позволяет переписываться в Телеграме без проблем. Спонсирует это дело MaxSwap. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными. Итак, вспомним базовые цифры. Фактический дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 5,6 триллионов рублей при запланированных 1,2 триллионах. То есть план был превышен чуть ли не в 5 раз. Дефицит на этот год был запланирован в 3,8 триллионов рублей. Фактически дефицит за январь-апрель уже 5,9 триллионов. Дефицит за 4 месяца больше годового плана в 1,5 раза и заметно больше дефицита за весь прошлый год. Такие пироги. Среднегодовая цена нефти марки Urals заложена в бюджет на уровне $59 за баррель. Насколько больше получит федеральный бюджет, если учесть, что уровень этот будет превышен? В довоенное время каждый дополнительный доллар к цене бочки нефти приносил федеральному бюджету 130 миллиардов рублей дополнительных доходов. Теперь же из-за дисконтов, санкций, содержания теневого флота и так далее, каждый дополнительный доллар приносит 80 миллиардов рублей. И важно понимать, что говоря о дополнительном долларе, мы имеем в виду колебания не в пределах дня, недели или месяца, а о средней по году цене. Нынешнюю цену на нефть нельзя сравнивать с той, которая была в 2022. В первый год войны при цене барреля в $101 государство получало $62 с каждого. В 2025 году Brent стоил 69, а государству приносил только 35. Падение цены на 31%, а доходов на 43%. Это санкции работают. При той же цене нефтяной бочки государство получает меньше нефтегазовых доходов. Потери европейского газового рынка, покупка списанных танкеров, переливание нефти в открытом океане, содержание подставных фирм и левых счетов, плата посредникам, взятки политикам и чиновникам на Западе. Все это снижает доходы от каждого проданного барреля. Чтобы понять, смогут ли нефтегазовые доходы при таком фактическом дисконте вытащить российский федеральный бюджет из долговой ямы, посмотрим, как формируется долговая дыра. Все нефтегазовые доходы бюджета в 2025 году по сравнению с 2022 упали на 3,1 триллиона рублей. На 2 годовых бюджета Санкт-Петербурга. Это много. Основным донором российского правительства за годы войны стала уже не нефтяная бочка, а граждане и предприятия. Доходы бюджета от нефтегазовых поступлений выросли на 12,6 триллионов, на 77%. Объясняется такой рост просто. Все годы войны государство активно вкачивало деньги в экономику. Деньги превращались в прибыль предприятий, в зарплаты, в новые рабочие места, а потом в потребление. Потребление, в свою очередь, не только повышало сборы НДС, но и превращалось опять же в прибыль предприятий, в новые рабочие места, в рост зарплат, которые снова конвертировались в потребление. Это тот самый краткосрочный эффект военного кейнсианства. Государство много в экономику вкачивало и много из экономики получало. А недавно оказалось, что весь этот рост обеспечивался долгами и оборачивается не ростом, а инфляцией. Но куда же, собственно говоря, делись деньги? А деньги делись на войну. Расходы на оборону и безопасность выросли за тот же период более чем на 10 триллионов рублей, в 1,5 раза, с 24% до 37%. Расход на обслуживание долгов плюс 1,8 триллионов. И вот смотрите, какая получается арифметика. Нефтегазовые доходы бюджета упали, а рост от ненефтегазовых налогов на 12,6 триллионов был полностью съеден ростом расходов на войну и обслуживанием долгов в 12,5 триллионов. Бюджет, таким образом, в чистом минусе. А главное, доля нефтегазовых доходов в нем сократилась настолько сильно, что их рост пропорционально уже не настолько увеличивает доходы.
При базовом на сегодня сценарии, среднегодовой цене нефти в $70 за баррель, годовой дефицит составит 3,7 триллиона рублей. Практически соответствуя прогнозу, который, напомню, исходил из цены в $59 за баррель. С экономикой все настолько плохо, что запланированный дефицит можно удерживать только при нефти дороже на $11, чем запланировано. При цене на нефть, как в первый год войны, в $100 за баррель дефицит составит 1,3 триллиона рублей. Даже такая нефтяная премия не закроет бюджетную дыру. Сбалансированный же бюджет, в котором доходы равны расходам, наступит лишь при среднегодовой цене нефти Brent в $116 за баррель. Тут мы сделаем шаг назад и еще раз напомним, речь о средней цене по году. Это не значит, что в моменте вы увидели $116 за Brent и на этом российский бюджет резко сошелся. Он не сошелся. Средняя цена по году 116 – это взлеты до 140-150 на неделю, 2 или даже месяц. Надо сказать, что мир никогда не видел среднегодовой цены барреля нефти в $116. Даже в памятном 2008, когда нефть в моменте достигала $145, среднегодовая цена была 97. Абсолютный рекорд по ней был поставлен в 2012 – $112 за баррель. При текущих расходах и доходах бюджета нулевая точка достижима только в том случае, если нефть поставит абсолютный рекорд. Как мировая экономика будет этот рекорд переваривать, как будут дела у Китая, как это скажется на всем остальном российском экспорте – это вопрос отдельный. Мы рассуждаем о гипотетической ситуации. Все ровно так, как сейчас, просто цена на нефть абсолютно рекордная. Тогда только бюджет сведется в ноль. После некоммерческого объявления об образовательном проекте обсудим, при каких условиях возможен профицит и возможен ли он вообще. Вы наверняка не раз видели видео в духе «Я выучил немецкий или французский с нуля за год и поступил в европейский вуз». Вот только далеко не каждый без профессиональной поддержки может такое осилить, да еще и сразу перебраться в иноязычную среду, параллельно проходя бюрократические квесты. Есть путь куда проще, не требующий долгой подготовки, и при этом не хуже. Например, можно поступить на очный бакалавриат Faculty of Liberal Arts and Sciences, или ФЛАС, в Черногории. Это небольшой независимый факультет, где обучают эмигрировавшие преподаватели ведущих российских вузов – Вышки, Шанинки, МГУ, РГГУ и других. ФЛАС выдает диплом в рамках Болонской системы. С ним можно будет поступить в магистратуру в Европе. Кстати, в отличие от бакалавриата, магистратуры там часто англоязычные. Для поступления во ФЛАС тоже нужен английский, не ниже B2, ведь занятия будут в основном на нем. При этом международный сертификат не обязателен, есть внутреннее тестирование. Получить студенческий ВНЖ в Черногории не так сложно, как в Европе. А учиться можно по индивидуальной траектории, жестких академических групп нет, студенты сами выбирают себе курсы. Что особенно ценно сейчас, ведь уникальное сочетание навыков часто важнее для карьерного развития, чем узкая специализация. Но главное, ФЛАС предлагает современное социогуманитарное образование без цензуры, с открытым диалогом и международной оптикой. А еще с доступом к международным программам обмена по Erasmus+. Среда там живая. Студент не просто единица, которую нужно как-то прогнать через несколько сессий, а человек со своим мнением, которого слышат и помогают ему найти собственный голос и видение. Студенты посещают лекции, делают совместные проекты, участвуют в исследованиях и совместно готовятся к карьере или магистратуре в Европе. И вы можете стать одним из них. Узнайте подробнее о специализациях и условиях обучения на факультете по ссылке в описании или запишитесь на бесплатную консультацию. По промокоду КАЦ скидка на первый год обучения в 10%. Введите промокод на сайте при регистрации. Может ли повториться 2022 год? Может ли российский бюджет получить какую-то такую мега-премию, которая выведет его не в ноль, а в плюс, профицит? Во-первых, премия должна быть действительно мега. Профицит бюджета, даже очень незначительный, в районе 400 миллиардов рублей, в такой гипотетической схеме начнет возникать при цене барреля в $120 среднегодовой. 400 миллиардов – это, если что, 2 недели войны в лучшем случае. Но это какой-то профицит. Надо тут напомнить, что ситуация в 2022 году была уникальной во многих обстоятельствах. Это время, когда за вычетом российско-украинской войны мировая экономика была в очень хорошем состоянии.
В ней продолжался постковидный восстановительный рост. Крупнейшая в мире экономика тогда не управлялась Дональдом Трампом. Никто не воевал с глобальной торговлей. Один из крупнейших мировых логистических хабов в Дубае не был под постоянной угрозой воздушной атаки. Перекрытие всяких важных проливов – это не только рост нефтяных котировок, но еще и нарушение всей мировой логистики. Прогнозы по росту мировых цен на нефть и без того сильно ухудшены. Текущие цены на топливо уже успели разорить крупнейший американский лоукостер Spirit, вынуждают европейские авиакомпании сокращать рейсы и маршрутную сетку. Бьют по доходам в Европе и США. $120 среднегодовой цены барреля с пиками до 150 вряд ли станут спасением для российского федерального бюджета. Это будут $6 за галлон в Америке, 2,5 евро за литр в Европе. Промышленные предприятия начнут останавливаться, авиакомпании начнут закрываться, логистика резко станет дороже, инфляция взлетит, потребление сократится. Это, скорее, сценарий мировой рецессии, которая, как и в 2008 году, приведет к обратному результату, к резкому падению цены на нефть. Что касается внутренних обстоятельств, то нужно помнить, что с точки зрения российской внешней торговли 2022 год был, в общем-то, довоенным. Нефть Urals торговалась почти в паритет с брендом. Европа продолжала платить огромную премию за российский газ. «Газпром» получил чистую прибыль в 1,2 триллиона рублей. Работала совершенно белая инфраструктура экспорта нефти в Европу через белые танкеры и с белой страховкой, что позволяло достигать рекордных объемов экспорта в 7,5 миллионов баррелей в сутки. Теперь этого нет. При текущей ставке ЦБ и дорогих заимствованиях, при текущей нагрузке на российский бюджет из-за войны и долгов, даже устойчивая цена на нефть выше $100 за баррель способна лишь немного залатать некоторые дыры, но структурные проблемы, вызванные войной и санкциями, таковы, что общую картину это не изменит никак. Чтобы российский бюджет, как в 2022 году, получил 2 триллиона рублей первичного профицита, теперь нужно не 101, а $130 в среднем по году. Что уже не цена на нефть, а цифры на могильной плите мировой экономики. Спасает ли Дональд Трамп Владимира Путина своей чрезвычайно удачной внешнеполитической активностью? Ну, дает ему денег в моменте. Но чтобы ситуация хотя бы с текущим бюджетным балансом выправилась, денег нужно радикально больше. И тут важно понимать, все эти цифры мы приводим по состоянию на сейчас. Динамика российской экономики быстро ухудшается. Планы правительства по сбору нефтегазовых налогов не исполняются. Часть из тех 47% предприятий малого и среднего бизнеса, которые закончили прошлый год в долгах, в этом году закроются и не заплатят уже ничего. На любого благодетеля Трампа есть вредительская вторая служба ФСБ. Инвестиции в российский IT-сектор замедлились, как пишет «Коммерсант». А замедление инвестиций сегодня – это снижение собираемости налогов завтра. Промышленная добыча угля, логистика, розничная торговля и закрытие предприятий в этой сфере. Российская экономика в минусе по каждому показателю. К тому же мы недооцениваем дыру в федеральном бюджете. Есть же еще и регионы, на которые повесили оплату наемников, чьи бюджетные дыры закрывать неоткуда, кроме как из федерального бюджета. Владимир Путин настолько разорил бюджет, понаделал таких дисбалансов, залез в такие долги под такие проценты, настолько снизил эффективность российской экономики в целом, что хотя бы в текущем режиме все это сбалансировать способна только такая цена на нефть, которой заведомо не будет никогда. Российская экономика больше не нефтяная. Но это не хорошая новость. Это не значит, что экономика нашла новое качество и теперь не зависит от нефтегазовых поступлений. Это значит, что нефть больше не покрывает ту степень неэффективности, которой достигло российское государство. Путин построил финансовую пирамиду. Правительство берет в долг у банков, закачивает эти деньги в экономику через расходы на войну, получает рост доходов, тут же все эти деньги закачивает обратно в экономику и берет под них еще больше долгов. Деньги эти расходуются не на то, что завтра экономику увеличит, а как следствие увеличит налоговую базу. Не на мосты, по которым люди будут ездить, не на образование и здравоохранение, которые завтра же увеличат человеческий капитал, производительность труда, продолжительность активной жизни и доходов. Деньги эти не инвестируются, они сжигаются, а долги тем временем остаются. Существует предел доходов, который государство может извлечь из экономики. А расходы в условиях войны и санкций растут безо всякого предела. По долгам надо платить все больше. Итог очень прост.
Когда вы 4 года сжигали деньги и не создавали ничего, что могло бы дать вам дополнительные доходы, когда вся ваша экономика стала по сути фантомом, существующим только за счет бюджетных вливаний, а без них схлопывается, когда, чтобы получить больше поступлений, вам нужно потратить радикально больше денег, которых у вас нет, тогда нефть для вас – это мертвому припарки. Нефть не будет стоить столько, сколько нужно, чтобы это безумие поддерживать. Сжигать военной экономике достаточно денег, чтобы она могла возвращать достаточно налогов для покрытия бюджетного дефицита и долгов. До завтра.